Меня зовут Елена Ирмина, я приветствую вас на своем канале по вязанию крючком и спицами. Сегодня с вами вяжем крючком. Лето в этом году выдалось особенно жарким, и я предлагаю вам связать вот такой летний топ с открытыми плечами. Топ связан крючком очень простым легким узором. Можно связать удлиненный вариант топа, либо топ-кроп. Вид сбоку. Схема вязания резинки. По схеме резинка обвязывается горловина топа, рукава и низ здесь без обвязки. Но по желанию вы также можете вот этой резинкой обвязать низ топа и рукава. Все на ваше усмотрение. Схема основного узора. Вместе с вами разберем, как вяжется узор по схеме, для того, чтобы у вас легко все получилось. Топ действительно вяжется просто, быстро. Пряжу для вязания я выбираю Alize Diva. Это 100% микрофибра крил в 100 граммах 350 метров и крючок 2,25. Все рекомендации по пряже, которая идеально подходит для вязания данной модели топа, вы найдете в описании под этим видео, и также ссылку на интернет-магазин и мой промокод на скидку 5%. Раппорт узора у нас состоит из 6 петель в ширину и 2 ряда в высоту. Если вы будете вязать данный вид узора по кругу, то количество набранных петель должно быть кратное 6. Если вы будете вязать узор прямыми и обратными рядами, тогда количество петель должно быть кратное 6, плюс 3 петли набираете дополнительно для симметрии узора. Мы будем с вами вязать 2 раппорта, 6 петель для одного раппорта, плюс 6 петель для второго раппорта, плюс 3 петли для симметрии узора. Общее количество набранных петель должно быть 15. Связали цепочку. Длина цепочки 15 воздушных петель. Приступаем к вязанию первого ряда. Набираю цепочку 3 воздушные петли. 1, 2, 3. От конца цепочки отсчитываю 1, 2, 3, 4. В основании пятой петли провязываю столбик с одним накидом. В следующую петлю вяжем еще один столбик с одним накидом. Один накид на крючок, пропускаю одну петлю. Во вторую петлю провязываем один столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Поверх столбика мы сейчас будем с вами вязать один полустолбик с одним накидом. 2 петли на крючке оставляем. Поверх столбика с одним накидом провязываем второй полустолбик с одним накидом. 3 петли на крючке. Соединяем их вместе. Связали вот такой элемент узора. Пропускаю одну петлю цепочки, вот раз, во вторую петлю вяжем первый столбик с одним накидом. В следующую петлю второй столбик с одним накидом. В следующую петлю третий столбик с одним накидом. Приступаем к вязанию второго раппорта. Пропускаю одну петлю цепочки. В основании второй петли провязываем один столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Далее поверх столбика с одним накидом провяжем 2 полустолбика с одним накидом. Первый полустолбик с одним накидом, второй полустолбик с одним накидом. 3 петли соединяем вместе. Пропускаю одну петлю цепочки. В основании второй петли вяжем первый столбик с одним накидом. В следующую петлю второй столбик с одним накидом. И в следующую петлю третий столбик с одним накидом.
Связали с вами первый ряд узора. Теперь давайте разберемся, из чего же состоит у нас один раппорт и что входит в основу раппорта узора. Первая петля раппорта — это петля, где мы провязывали с вами вот этот элемент, столбик с одним накидом и сверху 2 полустолбика с одним накидом. Вот она, первая петля. Отсчитываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестая петля — это петля, где у нас заканчивается первый раппорт. И в седьмую петлю, каждый раз в седьмую петлю вы начинаете вязать второй раппорт. Раппорт начинается вот с этого элемента. Значит, в основу раппорта у нас входит сложный элемент и 3 столбика с одним накидом. Это у нас основа раппорта, 6 петель. При вязании по кругу вы повторяете все время один раппорт. А если будете вязать прямыми и обратными рядами, тогда у вас узор начинается с 3 столбиков с одним накидом. И заканчивайте всегда узор при вязании туда и обратно точно так же, как и начинали ряд. То есть провязывайте в конце ряда 3 столбика с одним накидом. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. И у нас в условных обозначениях здесь идет, что мы должны провязать один выпуклый столбик. Вяжем его таким образом. Находим второй столбик с одним накидом в первом ряду. И поверх этого столбика мы провязываем один столбик с одним накидом. Вот таким способом, когда вяжется столбик, это у нас один выпуклый столбик. Далее мы вершину третьего столбика с одним накидом, крючок ввожу под косичку, провязываем один обычный классический столбик с одним накидом. Цепочка 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И повторяем с вами. Находим первый столбик с одним накидом под косичку, ввожу крючок, вяжем первый столбик с одним накидом. Далее по схеме мы должны связать один выпуклый. Так вот, находим второй столбик и сверху него провязываем один столбик с одним накидом. В вершину третьего столбика провязываем один столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вершину первого столбика с одним накидом провязали один столбик с одним накидом. Поверх столбика второго провязали один столбик с одним накидом. Получился у нас выпуклый столбик. И в третью петлю подъема, это первая петля от столбика, вяжем один столбик с одним накидом. Все, связали мы с вами один раппорт узора, 2 ряда. Давайте вместе с вами свяжем третий ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание на другую сторону. Сейчас мы будем опять же вязать выпуклый столбик. Находим второй столбик. И сверху столбика провязываем один выпуклый столбик с одним накидом. В вершину третьего столбика вяжем под косичку, ввожу крючок, один столбик с одним накидом. Поверх цепочки из 3 воздушных петель провязываем один столбик с одним накидом. 1 воздушная петля и сверху этого столбика поверх провязываем 2 полустолбика с одним накидом. Первый. И точно так же провязываем второй полустолбик с одним накидом. Связали сложный элемент
И повторяем вязать раппорт. Сначала мы вяжем обычный классический столбик с одним накидом, вершину первого столбика. Далее мы вяжем поверх второго столбика столбик с одним накидом, и получается он у нас как выпуклый. Вершину третьего столбика мы провязали один столбик с одним накидом. И повторяем раппорт. Поверх цепочки провязали один столбик с одним накидом, одна воздушная петля. Поверх провязанного столбика вяжем 2 полустолбика с одним накидом, 3 петли соединяем вместе, связали сложный элемент и заканчиваем вязать ряд. Сначала провязываем обычный классический столбик с одним накидом в вершину первого столбика, далее находим второй столбик и вяжем поверх вот этого столбика столбик с одним накидом, и получается он у нас как выпуклый. В третью петлю подъема вяжем третий столбик с одним накидом, обычный классический. Все, связали с вами раппорт узора. Всего здесь связано у нас 3 ряда. Четвертый ряд вяжется точно так же, как мы с вами вязали второй ряд. Пятый ряд вяжется как третий. То есть все четные ряды вяжите как второй ряд, все нечетные ряды вяжите как третий ряд. Перемотайте, пожалуйста, видео на начало вязания второго ряда и вяжите вместе со мной, все время повторяя второй и третий ряды. Давайте довяжем вместе с вами раппорт, чтобы у нас было хотя бы связано 2 раппорта. Вяжем четвертый ряд, я его буду вязать точно так же, как второй. 3 петли подъема, разворачиваем вязание на другую сторону, находим второй столбик и вяжем один выпуклый столбик с одним накидом. Вершину третьего столбика провязываем третий столбик с одним накидом. Цепочка, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Находим первый столбик с одним накидом, вяжем один столбик с одним накидом, классический. Далее идет один выпуклый столбик. И в вершину третьего столбика провязываем один столбик с одним накидом. Цепочка, 3 воздушные петли. Вершину первого столбика провязали один столбик с одним накидом. Далее вяжем один выпуклый столбик с одним накидом. И заканчиваем ряд, провязываем в третью петлю подъема один столбик с одним накидом. Все. Связали 2 раппорта узора. Раппорт узора у нас состоит из 2 рядов. Вот так смотрится узор. Это у нас изнаночная сторона и лицевая сторона. Лицевая сторона у нас будет та, где мы вязали с вами все нечетные ряды. Это первый и третий, пятый и так далее. Изнаночная сторона — это где провязываются все четные ряды. 2, 4, 6 и так далее. Вот так вот смотрится узор. Вяжется, как вы убедились, очень просто. Он в меру ажурный, практически не просвечивает. Идеальный вариант для вязания летних вещей и также демисезонных. Этим узором можно связать не только топ, но и кофточку, жакет, кардиган, джемпер. Возьмите себе этот узор в копилочку на заметку и сохраните у себя в плейлистах, а также обязательно поделитесь в своих социальных сетях.